У нас есть с вами 45 минут времени. Мы с вами попытаемся основной вопрос какой-то решить. Вам нужно еще? Нет. Точно? Не хочу плакать, нет. Могу случайно довести. Я так накрасилась красиво, не надо, пожалуйста. Хорошо. Так, да? Можно. Что вы помните до 10-летнего возраста? По утрам, пока все спят, я сбегала в школу, потому что меня не пускали в школу. Вы уверены, что это именно панические атаки? Это непонятный страх. Я боюсь, и я не понимаю, чего я боюсь. Это нездоровая нервная система и психика. Откуда появился этот приступ? Там должно быть какое-то событие. Меня пытались задушить. Это была моя мать. Я не знала, за что. Человек, который испытал на себе насилие, привыкает к этой роли жертвы. Я не хочу, чтобы люди не боялись меня, не жалели меня. У вас по-прежнему боль и обида на то, что вот так случалось с мамой? Мы сейчас говорим о моей матери, и это может вызвать у меня паническую атаку. Вы сильно от нее зависимы? И я от нее не зависела совсем. Я просто знаю, что вот где-то там есть человек, который называет себя моей матерью. Что является основной болью сейчас? Я хочу вам прямо сейчас помочь. Я рискую стать такой же, как моя мать. Это убивает меня всю мою жизнь. И я не хочу больше. Добрый день, я Елена Яковенко, нейропсихолог. Давайте познакомимся. Как вас зовут, с каким вопросом или проблемой вы к нам пришли? Пожалуйста, расскажите нам. Добрый день, очень приятно. Меня зовут Вика, и я пришла к вам с вопросом, как бороться с паническими атаками. Вы уверены, что это именно панические атаки, да? Да. То есть они проходят приступообразно, да? Да, приступообразно, симптомы, все. Вы испытываете вот в момент самого пика вот этого приступа, вы испытываете какую-то тяжесть дыхания, вас как бы одолевает вот такое состояние дрожи или, может быть, подскакивает давление. Вот какие симптомы? Я начинаю как будто задыхаться, у меня здесь все перекрывается, я не могу дышать, у меня очень сильно бьется сердце и очень плохие мысли, вот тревога, как будто сейчас все, и я умру. Панические атаки начались у меня достаточно внезапно, им уже год. Начинается с некой периодичностью. Это непонятный страх. Вот я боюсь, я не понимаю, чего я боюсь. Я не понимаю, почему я боюсь именно в этой обстановке, почему, что за тревога, чем она вызвана. Как вы решаете эти панические атаки? Как вы выходите из этого состояния? Препараты, может быть, какие-то принимаете? Не, препараты я не принимаю, мне нельзя. Просто как-то они сами проходят. То есть вы пережидаете, вы знаете, что это приступ. А сколько вам лет? 20. Ой, 20 лет, это очень такой юный возраст. Хорошо, у вас вся жизнь впереди еще. Как только я увиделась с Викой, мне показалось, что она такой достаточно сильный, бойкий человечек. Я не думала, что вот там внутри вот такие вот серьезные проблемы. То есть мое первое впечатление – это как бы такая защитная реакция. И она такая была смеленькая, бодренькая. И впечатление, что у нее ничего в жизни плохого не происходило. Ну а когда я уже с ней ближе немножко познакомилась, я увидела эту глубину души. Скажите, Вика, а вот вы говорите, что вы переживаете состояние удушья. Но для того, чтобы переживать непосредственно это состояние удушья, потому что кто-то переживает, например, состояние паники, а потом приступ какой-то, допустим, там разыгрывается по другим чуть-чуть симптомам, хотя все симптомы, в принципе, идентичны. Это реакция нашей вегетативной нервной системы на угрожаемую или предполагаемую опасность. Вот скажите, пожалуйста, удушье. Вы никогда не тонули, вас никто не душил. Почему вдруг вы испытываете такое состояние? Вы не были в аварии. Откуда появился этот приступ? Основа. Там должно быть какое-то событие. Да, меня пытались задушить. Вот, и поэтому... В каком возрасте это случилось?
Точно не скажу вам, это было где-то в период 10-12 лет. Вы помните тот момент, когда вы пережили вот это событие? Вы это помните? Да. Это была моя мать. Она пыталась меня задушить дома. Она кинула меня на кровать и пыталась задушить подушкой. Вот. Вы пытались как-то вырываться? Ну, конечно, естественно. Я пыталась вырываться, я пыталась как-то спастись. Мне не хватало воздуха. Я не знала, за что. Вот. Но потом помню то самое облегчение, когда она меня все-таки отпустила. Она сама отпустила. Если бы она этого не сделала, то я бы здесь не сидела. Потому что я была слишком слабая и слишком маленькая. Это было единократное событие, которое случилось вот в этом возрасте, или до этого тоже было такое травматичное такое состояние? Ну, именно ситуация с удушьем была только один раз. Это только то, что я помню. Угу. Вот. Ну, а ситуации, где я находилась в критическом моральном состоянии, они были постоянно. То есть это ваше детство, скорее всего, да? Да. Как часто сейчас происходят эти приступы? Я не скажу, что есть какая-то стабильность, но раз в месяц у меня это есть. Это происходит, да? Это происходит, раньше происходило чаще, сейчас я вот как-то более сознательно, я вот как будто чувствую, что вот сейчас это должно случиться. Да? Угу. Последнее время панические атаки у меня случались только когда я с кем-либо разговаривала очень углубленно, не только про факт удушения, да, а были еще очень много проблем. Вот. И когда я задумываюсь об этом, когда я говорю об этом, у меня вот начинались тогда панические атаки. Когда говорю о своей матери, мне было страшно, я боялась, что мы сейчас говорим о моей матери, и это может вызвать у меня паническую атаку. Но я перед съемкой вышла на улицу, я там себя настроила. И здесь, когда я сидела, у меня, может, вы заметили, у меня начало трусить меня немного. Я начинаю думать о чем-то кардинально другом, о чем-то хорошем, начинаю глубоко дышать, выхожу на воздух. Таким образом вы решаете, да? Это не всегда помогает, но да. Да, вы не обращались за помощью к врачу или к специалисту какому-то профильному, ну, например, к психологу, там, к психотерапевту, не обращались до сих пор? Вам не рассказывали, каким образом можно работать с этим? Я обращалась к психологу, и все, что сделал психолог, это он сказал, что наличие этих панических атак. Как с ними бороться, мне не разъяснили, не объяснили, поэтому я пришла сюда. Панические атаки – это очень сегодня актуальная проблема. А вот сейчас, в период постковидного состояния, очень многие люди переживают эти приступы панической атаки. И вообще, в принципе, сейчас человечество страдает от этого в своем очень большом проценте. Просто не все это осознают, не все понимают, что это приступы панической атаки. Кто-то пытается ходить по врачам, думает, что это может быть сердечная недостаточность, может быть какое-то заболевание. Потом они ходят и проверяют все анализы, в итоге выясняется, что они здоровы, а на самом деле это панические атаки. Еще один вопрос, для того, чтобы я могла потом дальше объяснить вам это. Что вы помните вот, до 10-летнего возраста, вот до того момента, когда вы непосредственно испытали фактор удушья? Что вы помните? Там не было ничего подобного, не было какого-то большой опасности, страха, что вот вас сейчас убьют, или страха за жизнь. Ничего не было такого до 10-летнего возраста, в более раннем возрасте? Ну, понимаете, каждый раз, когда мой папа возвращался домой, я постоянно испытывала такой страх подобный. Ну, как вы вели себя? Вы прятались куда-то? Вот вы были маленькая девочка. Как вы себя вели?
Я пыталась, я пряталась, я по утрам даже в школу ходила, и я по утрам, пока все спят, я сбегала в школу, потому что меня не пускали в школу. Почему? Я пряталась в заброшенном доме, просыпалась в 5-6 утра, собирала свои вещи, рюкзак и бежала в этот заброшенный дом, там выжидала время и ходила в школу. Меня не пускали в школу, меня так наказывали. Я должна сидеть дома, я должна убирать, я должна все делать. Меня моя мать, да и отец, они могли бить за то, что я не замела дома. И даже если я заметала, например, за то, что там кошка, собака, куры не накормлены, что-то, ну такое. За то, что я принесла какую-то плохую оценку. Это при том, что я была отличницей, а мой брат круглый двоечник просто. Но к нему вопросов никаких по этому поводу не было, а вот я за это получала за оценки. Потому что мой младший брат – это любимый ребенок, это не долгожданный, это ожидаемый ребенок. Я-то получилась случайно совершенно. Вот. И его тоже избивали, тоже кричали, но это, знаете, вот чувствовалась, вот любовь какая-то чувствовалась, а ко мне нет. Действительно, родители иногда проявляют вот такой метод поведения, метод воспитания, то есть они унижают детей, они их ущемляют, они просто подавляют их. Это может быть по разным причинам. Во-первых, они сами могли быть в такой ситуации в детстве, то есть это травматичное детство. Во-вторых, как правило, это слабые люди. Они не понимают, что сделать по-другому, кроме как поступить только так. Ну и третья причина – это, я бы сказала, нездоровая нервная система и психика. То есть такое сложное у вас было детство, но сейчас вы уже взрослый человек, вы сейчас живете самостоятельной жизнью, да? Да. Вы сейчас одна живете, да? Да. В течение дня, находясь просто дома, вы не испытываете таких панических атак? И в каком месте больше всего происходят такие атаки? На улице, в транспорте, дома, вечером или утром, или тогда, когда, например, ну, при каких обстоятельствах? Чаще всего это у меня случается, когда я нахожусь вот непосредственно в своем старом доме, например. Вот почему я не хочу туда возвращаться, потому что я не хочу... Эти воспоминания, это нехорошие воспоминания, и тот дом, где вот непосредственно все это произошло, это никогда не хочу туда возвращаться. А так это в доме. Вот. Это в доме или это может произойти на улице, на работе? Вы работаете или вы учитесь? Учусь. Это не может произойти, например, там, в вузе или там, в техникуме, где вы... Не может произойти такого? В основном это... В основном вот вспомните, это в доме, дом, да? это дом. В закрытом пространстве, в таком, да, в домашнем. В домашней обстановке, я бы сказала, дом. Что может способствовать этому? Вспомните, вот подумайте сейчас, вот то, что сейчас. Вы сейчас живете сами. Вы, может быть, там снимаете квартиру, или вы живете одна, или вы снимаете квартиру, например, и живете с кем-то. Совсем одна? Нет, со мной постоянно находятся люди. Когда чаще всего происходят эти приступы? Когда никого нет или когда сходятся люди? В утреннее время или вечернее время? Это чаще всего это вечернее время. Так. Есть люди или нет, я просто не замечала, чтобы это как-то... Но это больше вечернее время, это да? вечернее время, когда... Когда темнеет. Темнеет, да. Угу, хорошо. Утром при просыпании у вас не бывает таких приступов? Нет. Отлично, замечательно. В вечернее время, когда случаются такие приступы, вам нужно, чтобы кто-то с вами был в это время, или вам нужно просто выйти глотнуть глоток воздуха? Ну, просто эти люди, они еще не... Эти люди, с которыми я живу сейчас, они еще с этим не столкнулись. Вот. А так мне помогали, со мной был один человек, просто мне нужен, чтобы это был мой друг, а не кто попало. Вот. Потому что так в этом случае мне лучше выйти и самой как-то с этим справиться. Я не хочу просто, чтобы... Это ужасно, я не хочу, чтобы это кто-то видел. Очень немногие люди знают о том, что у меня вот есть такая изюминка, так сказать, такая проблема. Потому что я не хочу себя вот окружать людьми, которые вот будут меня жалеть, например, из-за того, что у меня вот случаются
панические атаки. Потому что зачастую люди, когда они видят, что это, как это происходит, они пугаются, потом они жалеют тебя. Я не хочу, чтобы люди не боялись меня, не жалели меня. Меня не нужно жалеть. Как это происходит? Никогда не бывает потери сознания, вы бледнеете, вы начинаете дышать или вы начинаете плакать. Что происходит с вами? Как сам приступ проходит? Вот просто опишите мне симптомы. У меня начинается тревога. У меня начинается страх, непонятный страх, я не понимаю, вот все нормально, почему этот страх, я не могу его объяснить. Потом я начинаю задыхаться. Потом начинается... Тяжело дышать, то есть очень затрудненное дыхание, оно учащается, да? Вот поэтому я и выхожу на воздух, потому что мне очень тяжело дышать. Мне начинает, я тяжело дышу, потом у меня начинается сердце очень сильно биться. Колотиться. Да, колотиться. И я просто обычно, как это обычно происходит, я просто или подсаживаюсь под какую-то стенку, потому что у меня голова кружится, и как будто темнеет в глазах, и я просто сажусь под стенку, сижу и просто вот плачу и пережидаю. Да, это. И после этого наступает состояние такое как бы слабости, да? Да. Слабости, и все, и потом через время вы восстанавливаетесь. Потом, да. То есть частота, вы сказали, может быть приблизительно раз в месяц, да? Проблема панических атак в том, что они имеют динамику, они развиваются, они учащаются, и они удлиняются в самом процессе. То есть этого становится много в жизни человека, это мешает ему комфортно жить, он буквально задыхается от этих приступов, то есть это может привести к плохим последствиям. Поэтому все-таки от этого нужно избавляться. Я хотела бы вам объяснить, каким образом формируются панические атаки, и хочу вам дать определенный метод, и я думаю, что те наши зрители, которые будут слушать нашу передачу, я тоже думаю, что они смогут воспользоваться этим методом. Что такое паническая атака? То есть это реакция вегетативной нервной системы. Это нервная система, которая обеспечивает жизненно важные функции. Да? Дыхание, кровоснабжение, сердцебиение, и так далее. Горизонтальное положение. То есть это все на подсознательном уровне происходит. И вегетативная нервная система, она обеспечивает все эти функции. И вот когда человек переживает фактор потери жизни, то есть вот на грани, авария, почему я спросила, авария, или, например, человек тонет в воде, или, например, человек, допустим, был испуган, его чуть не убили или чуть не задушили. Образно говоря, в народе, когда смерть глянула в глаза, и вот человеку стало страшно. Это даже может быть ребенок, который не осознал этого, но зафиксировался страх, стимул к выживанию. И вот это состояние, оно остается в нас, и сигнал, вот эта кнопка на самовыживание, она срабатывает чаще, чем, например, в обычном случае. Почему? Потому что страх – это сигнальная система, которая обеспечивает нас предвосхищением опасности. Да? Например, вы, допустим, абсолютно спокойно, никогда не волнуетесь, никогда не переживаете, у вас нет приступа панической атаки, вы идете, например, в каком-то месте, и вдруг вы почувствовали как-то некомфортно, неловко, и вы принимаете какие-то меры, и потом вы видите, почему вы это приняли. То есть там, допустим, какая-то компания, или какая-то опасность, или там был такой дом, который вы пробежали, а он в это время рухнул, какая-то развалина. То есть страх – это сигнальная система, которая нам помогает предусмотреть опасность. Но у вас есть уже приступы панической атаки, в основе которых страх, опять-таки страх смерти, но это причинено вам какой-то травмой, то есть вот то, что вы пережили. И вот теперь посмотрите, в тот момент, когда вы испытали момент удушья, когда вас, допустим, хотели или убить, или задушить, вы пережили страх и вернулись к жизни. Приступы панической атаки, как правило, происходят, когда есть конкретный тяжелый прецедент. То есть это не просто человек испугался, его в детстве били, ругали, или приступами панической атаки страдают сейчас наши воины АТО. В той ситуации, когда они пережили ужас, кошмар. То есть, как правило, это реальная угроза потери жизни. В зоне риска могут быть, например, как я сказала, участники боевых действий. В зоне риска могут быть люди, которые живут с психически неадекватными людьми, которые относятся к категории психопатов. То есть их не спрограммируешь, их не спланируешь. Они могут мгновенно вспыхнуть, как пламя. Те, кто находится с ними, они находятся в зоне риска.
Теперь как интересно развивается весь этот процесс. Я сейчас вам рассказываю, вы внимательно меня слушаете. Вот вы сказали, больше всего вы переживали, когда, например, допустим, вы за что-то могли получать наказание от мамы. Например, да, может быть, у мамы были приступы ярости, вспышки гнева, ну, это непонятно сейчас. Но она как-то причинила вам какое-то такое боль и страдание, вот, когда к вам смерть заглянула в глаза. Это произошло из-за чего-то. Например, Вика, сейчас важно, чтобы вы увидели вот само построение этого процесса. Например, вы, допустим, оставили посуду в мойке и там заигрались. Вдруг приходит мама с работы, и она видит, что посуда осталась в мойке, и она начинает кричать на вас. Она опять заходит в состояние вот этой приступа ярости, и она может на вас набрасываться, допустим, там дергать вас, трепать вас, или там хватать за шею, я тебя задушу. Может, она не имела в виду задушить, но попугать она хотела, но не совладала со своими какими-то такими эмоциями. Я помню, когда я была маленькая, еще совсем маленькая, то мама, вот я просто помню момент, когда она избила меня, она кричала на меня, а потом где-то через время она подошла и пыталась извиниться. И я запомнила этот момент, потому что это был один-единственный раз. И я как-то тогда запомнила, что вот, а почему ты меня ругаешь, а потом ходишь, извиняешься передо мной? Ты меня уже обидела, мне не нужны твои извинения. Я никак не могла влиять на исход этих конфликтов. Теперь смотрите, когда вы приходите сейчас, взрослая, домой, вы думаете о своем. Так, я сейчас приду, я сейчас хочу быстренько переодеться, покушать. И вот у вас взгляд скользнул на умывальник, а там посуда грязная. И вы подумали утром, что надо ее помыть, когда вы уходили, но вы забыли помыть. И вот в этот момент у вас начинается приступ. То есть для запуска приступа панической атаки нужно, чтобы что-то стартануло вот эту саму кнопочку. Вы глянули и подумали, ой, надо будет помыть ее, и пошли. И через 5-7 минут разыгрывается приступ. Но вы не понимаете, по какой причине он. Но в это время, например, вы, допустим, уже зашли в другую комнату или, допустим, зашли в ванную, наклонились для того, чтобы, например, замочить белье в мисочке. И наклоняясь, вы ощущаете, что вам дышать тяжело. В ванной парка, в ванной нет вентиляции. И смотрите, стартом была посуда, которую вы оставили в мойке, потому что когда-то за нее вас мама очень жестоко наказала. Но вы на это не обратили внимания, потому что сейчас нет мамы. Когда вы наклоняетесь, например, к миске, или, допустим, заходите в ванную, там душно, и вы чувствуете, мне плохо, мне дышать тяжело. И следующая кнопка сработает когда-то в подобной ситуации в ванной. Вы понимаете? То есть постепенно накапливается. Теперь вы пережили приступ, вы почувствовали, что вам душно, плохо, вы выскакиваете на улицу, вы пытаетесь подышать, успокоиться, ладошки мокрые, сердцебиение сильное, вы знаете сами сам факт приступа. Проходит время, вы, например, с кем-то из друзей идете, допустим, например, вы в центр. Подруга говорит, ой, пойдем со мной, зайдем, я хочу купить себе кран. Новый кран, у меня мой кран поломался. Вы заходите в центр, вы с ней идете, о чем-то разговариваете, и вот вы проходите мимо точно такой же ванной, которая продается. Вы догадываетесь, что дальше будет? То есть вы так скользнули, вы о чем-то говорите, но ваше подсознание, которое внимательно ко всему абсолютно, оно сидентифицировало эту ванную с вашей ванной, и вы смотрите, ой, образно говоря, вы не думаете об этом, но образно внутри подсознание видит, точно такая, как моя ванная, а там было душно. Проходите еще 10, 15, 20 минут, вы очень увлечены беседой. Только вы прекратили общаться о чем-то, говорите, все, пока я поехала. Вы отходите в сторону, подходите к автобусной остановке, подъезжает автобус, вы садитесь в автобус, и вот вас догоняет тот приступ, потому что кнопка была запущена тогда, когда вы увидели точно такую ванную, как у вас. А последний раз у вас приступ был где? В ванной. Вы понимаете? Но сейчас вы в маршрутке. И в этот момент вы становитесь, допустим, на последней ступеньке, вам душновато в маршрутке, но вы уже ни о чем не думаете, и вы чувствуете, что вам плохо, и вы видите людей,
и вы понимаете, что сейчас вам станет плохо и вам будет неудобно. Вы пытаетесь выскочить из маршрутки, подышать свежим воздухом, но следующая кнопка может быть уже тогда, когда вы заходите в душную маршрутку. То есть вы понимаете, постоянно накапливаются стигмы, сигналы, которые собирают вот эти приступы панической атаки. Психолог очень четко донесла до меня эту информацию, и я вникала в каждое ее слово, и когда она моделировала какие-либо ситуации, эти ситуации были очень схожи с моими, и, конечно же, я в голове представляла эти ситуации, которые сейчас кажутся мне очевидными. Теперь давайте подумаем о том, как можно в обратном порядке отработать все это. Если вы сейчас уловите сам метод и будете с этим работать, я подскажу вам несколько шагов, прямо практических шагов, которые, я думаю, вам помогут отработать вот эти приступы. Я так думаю, что те люди, которые, например, уже знают о том, что вследствие таких событий может случиться приступ панической атаки, просто знают, что такие события могут привести к паническим атакам. Они просто вовремя схватят этот старт, это начало. Вопрос в том, что когда человек имеет знания, он может вовремя купировать проблему. Вы говорите, вот я уже сейчас научилась чувствовать, что это скоро будет. Да, вот вы чувствуете, начинаются такие предвестники, например, легкая дрожь, какое-то чувство тревоги, оно охватывает. В первую очередь, вот в тот момент, когда вы начинаете ощущать предвестники, вам нужно вспомнить, что вас сейчас в ближайшие 5, 7, 10 или 20 минут цепануло. Я вам сейчас приведу простой пример. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, чтобы, например, вам кто-то позвонил из друзей и знакомых, например, утром, и сказал: «А ты знаешь, там такое случилось, там у нашей подруги, у Татьяны такое случилось», и вы: «Да ты что?» И вы так расстроились, но вы настолько заняты, вы спешите на работу, что вы так тяжко стало на душе. Ой, как жалко. Вы поговорили, да, например, поговорили и поехали. И вот вы заняты, у вас какие-то вопросы решаются, или, например, экзамены, и вы к чему-то готовитесь, и в какой-то момент вы думаете: а что мне сегодня так тянет? Это же мне сегодня сказали, у той беда, да? То есть вот этот осадок остался, вот эта тяжесть в душе осталась. Бывало у вас когда-нибудь такое? Да. Бывало. Вот теперь вам будет легче это уловить. Например, вы сейчас чувствуете, что вас охватывает чувство тревоги, волнения. Вы должны подумать, что у меня сейчас было ближайших 15-20 минут, что меня вот так вот потянуло, цепануло, то есть задело мое сердце. Я проходила вот там вот мимо магазина и вот этого ларька. А почему меня там так это дернуло? Что там продается? То есть вы понимаете, вам нужно быстро оказаться там, где вас немножечко задело. И вы вполне можете почувствовать, например, я сейчас была в маршрутке, и было очень тесно, я боялась, что мне будет душно. И вы почему я боялась, что мне будет душно? Потому что однажды в маршрутке мне было плохо. А почему тогда мне в маршрутке было плохо? Потому что там было мало. То есть вы начинаете на почему отвечать, и вы увидите, что уходит приступ. Вы понимаете, как важно? То есть на самом деле, как только вы начинаете постепенно, задавая вопросы, уходить назад, стоп, сейчас мне тяжело дышать. Во-первых, еще для этого я хочу добавить, вам всегда сейчас, пока временно, с собой нужно носить пол-литровую бутылочку воды. Всегда. И как только вы чувствуете, что вас охватывает чувство тревоги, а вы уже научились это чувствовать, первое, что нужно сделать, это хотя бы залпом выпить 200 грамм воды. Почему? Вода разжижает кровь, то есть у вас уже поступает сигнал тревоги, начинают выделяться всевозможные гормоны и секреции от этого напряжения, кровь густеет, и мгновенно запускается процесс этого страха. Почему? Потому что это тоже вегетативное. Она следит за тем, чтобы кровь не была густая, чтобы у человека были все процессы нормализованы, стабильны. Поэтому, как только вы выпиваете быстро, залпом, именно быстро стакан воды, кровь разжижается, и вы разбиваете этот процесс вегетативного такого импульса. И тут же задаете себе вопрос:
что меня сейчас расстроило, где я оказалась, то есть что меня цепануло, по сути дела, да? Особенно если это дома. Когда вы зададите, это же я сейчас видела вот такую же ванную, вот вы почувствуете, что я проходила, подожди, я вот сейчас проходила, мне где-то так нехорошо стало, а вот мы проходили вот через отдел центра, и вот там мне стало нехорошо. Задаете вопрос, а почему мне, это все быстро, это мысли мгновенно, я говорю дольше, а почему мне там стало нехорошо? Там, наверное, что-то было такое, там, скорее всего, я что-то увидела. А что я увидела? Вы почувствуете, это психоанализ, это самоанализ. Вы почувствуете, какая вещь запустила механизм вот этого приступа панической атаки. Почему чаще всего это происходит дома у вас? Именно дома в вечернее время. Есть что-то или кто-то в вашем месте, где вы живете, вот с кем-то вы живете, что напоминает вам домашнюю агрессию, которая приходит, например, допустим, там так импульсивно, так, что такое, что раскидано, и вот только вы слышите этот крик, оно вам что-то напоминает вот эту ситуацию. Вы можете сейчас проанализировать это? Да, когда люди вот живет со мной и часто повышает голос, кричит. Человек высказывает претензию по отношению к вам? Ну, не всегда. Не всегда. Я и так слабо выношу, когда кто-либо повышает голос. Вот я стараюсь Вы боитесь избегать. крика, да? Боитесь крика. Когда вот тот человек повышает голос, вы пугаетесь, вы теряетесь или вы начинаете, например, волноваться? Что происходит? Ну, я начинаю волноваться и как-то уйти от этого. Это претензия к вам или это между собой там конфликт какой-то? Если, в принципе, люди кричат, ругаются, если ругаются люди. То есть вы болезненно воспринимаете любой конфликт. Да. В таком случае этот конфликт может произойти в транспорте. Ну, вы понимаете? То есть кто-то один ответил, другой еще ответил, и пошел конфликт. И вот вы чувствуете, что это будет напряжение чуть ли не до драки. В таком случае если не могу выйти с маршрутки, например, я включаю громкую музыку в себя в наушниках и просто не смотрю туда, пытаюсь это не слышать, не видеть, как-то отстраниться, чтобы это меня не касалось. Вот. Ну вот вы видите, вот ваша кнопка, то есть любое повышение голоса, оно может быть где угодно. В транспорте, в магазине, на рынке, по улице, дома. То есть любая конфликтная ситуация с повышением голоса, она может запустить вот этот приступ панической атаки. Причем она может запустить его гораздо позже. Поэтому если, например, вы включили наушники и слушаете музыку, но потом вышли на улицу, например, из транспорта, допустим, да, или из магазина, и идете спокойно по улице, и уже вам не нужна музыка, вы сняли наушники, потому что вы хотите там переходить дорогу или что, у вас может случиться приступ. Может случиться, просто я вас заранее предупреждаю. Что в этой ситуации нужно сделать? Давайте попробуем попрактиковаться. Почему? Что меня нужно сейчас... проанализировать. Да, что меня сейчас задело, цепануло, испугало? И что вы сразу же, куда вы обращаете внимание? На маршрутку. На маршрутку, на тот конфликт. Так, там ссорились люди. Дальше следующий вопрос. Как это относилось ко мне? Никак. Просто я боюсь крика, но это никак не угрожало моей опасности. Если вы будете разбираться, насколько это для вас опасно, то здесь нужен просто правильный самоанализ или, по сути дела, психоанализ. Так, они ругались, я испугалась. Почему я испугалась? Сами себе отвечайте, потому что это напомнило мне, когда моя мама начинала кричать. Но тогда это для меня было опасно. Сейчас это для меня не опасно. Пока вы пройдете вот эту цепочку размышления, уйдет приступ. Его не будет. Жити в насиллі – не вибір, а страх. Розкажи свою історію в проєкті «Консультації». Для участі телефонуй за номером 0800 30 20 20. То
есть здесь нужен просто правильный самоанализ или, по сути дела, психоанализ. Бывает такое, что случаются у вас конфликты именно с вами непосредственно, в том месте, где вы живете. Как вы решаете этот вопрос? Никак, просто ухожу. Вы по-прежнему боитесь криков? Ну, понимаете, это не в том дело, что я не умею как-то решать конфликты. Просто человек прекращает кричать, и вот потом мы уже решаем этот конфликт, если он есть. Но пока человек кричит на меня, я это не слушаю, я ухожу оттуда. Вот, и жду, пока человек либо кто Всегда в таких успокоится. случаях может быть приступ или не всегда? Не всегда. Ну, чаще всего... Отсрочено, может быть? Да. Или же вот... Когда, например, женщина на меня кричит, вот старше меня, вот похожая на мою мать, вот ну, такое. Именно у меня женщина. Было такое, да. Был приступ, и я сейчас вот слушаю вас и вспоминаю эту ситуацию, и перед этим на меня вот накричала женщина, похожая на мою мать. Да, то есть вы видите, что реакция может быть отсроченная. Почему? А у вас по-прежнему боль и обида на то, что вот так случалось с мамой? Да, конечно. Я чувствую, это не ненависть, это обида. То, что это случилось именно со мной, именно в моей семье. И то, что это продолжает случаться с разными людьми. И еще хуже истории, ситуации. И просто мне обидно, что вот никто такого не заслуживает. И я не хочу, чтобы кто-то испытывал то, что испытываю я, например. Вы сейчас с ней не общаетесь? Нет, она время от времени мне пишет, звонит, говорит, что я ничтожество, и все, и закончили. А вы не можете сейчас никак с ней не общаться? Просто у меня есть младший брат, и я его очень сильно люблю и переживаю за него, поэтому я не могу полностью не общаться с ней. Брат очень маленький. Ему 16. Но есть вопросы. Она же в Чехии, а в Украине я вместе с братом. И иногда, чтобы его с места на место перевести, там, с города в город, или поступление, или еще что-то, то этим занимаюсь я. Без нее вы не справитесь с ним. Вы сильно от нее зависимы. И я от нее не зависима совсем. В плане только эмоционально. Только эмоционально? Только эмоционально. Да? Мой брат очень болезненно переживает то, что происходит между мной и матерью, но сейчас он более зрелый, и поэтому он понимает, что, к сожалению, он на это никак повлиять не может. Когда мне было 15 лет, вот подростковый возраст, у нас были очень плохие отношения. Я делала ему очень больно. И потом я изменила это, потому что я почувствовала, что он единственный, кто меня по-настоящему любит. И сейчас я наладила с ним отношения, и мы не боимся. Он из всей моей семьи — это единственный человек, которому я не боюсь сказать «я тебя люблю». И в ответ я тоже услышу «Вика, я тебя тоже люблю». Значит, каким образом вы можете все-таки в этом плане защитить себя? Вы думали уже об этом? Минимизировать общение с ней. Но если вы не будете с ней общаться, она, например, допустим, не будет давать вам денег на брата. Она мне не дает ничего. Никак вы не связаны с ней, да? Нет. Моя мама не участвует в моей жизни абсолютно. Я очень рада, что она не участвует в моей жизни, потому что она не принимает любого моего решения. Она не считает, что я могу принимать какие-то здравые решения. Она не помогает мне ни материально, она гнобит меня морально. Физически я ничего не ощущаю. Это просто, я просто знаю, что вот где-то там есть человек, который называет себя моей матерью. Вот. Уже мне не нужна мама, да, так сказать. Мне просто нужно закрыть эту ячейку в своей жизни. Ты не можешь позиционировать себя как мать рядом со мной. Ты хотя бы не мешай мне жить, пожалуйста. Вот. Если вы минимизируете общение, как это отразится в дальнейшем, когда она вернется сюда? Ну, я не хочу
как-либо с ней контактировать, видеть, этого очень плохо закончится. Ну, а вы можете с ней совсем не общаться? Например, не снимать трубку телефона, когда она звонит? Это вам удобно или это неудобно? Опять же, брат. И иногда она между тем, чтобы поорать на меня и сказать, что я ничтожество, она что-то говорит, что касается брата по делу. Вот. А вы не можете принять решение сами по брату? Не знаю. Я не думала над этим. Я не видела этого выхода, чтобы совсем с ней не общаться. Вот. Я видела только вот, что... Нужно перетерпеть и выслушать. Так, да. Хорошо. А вы могли бы, например, когда-нибудь ей сказать, причем очень спокойно сказать, что если ты будешь кричать, я буду сразу класть трубку? Я говорила это. Ну, не совсем спокойно, конечно же, но я говорила. И следствие это то, что я клала трубку и получала смс-ки. Ну? Ну, это все равно то, что вы бы видели эти смс-ки. Часто она пишет смс-ки, где, например, есть дом, у нас с ней вроде бы 50 на 50 этот дом. И она мне постоянно угрожает, что вот она готова отдать этот дом малоимущим, нежели он достанется мне какая-то крыша, да, жилье какое-то. Она готова кому-либо отдать этот дом. Она хочет, чтобы я была совершенно без ничего. Вот. И постоянно какие-то смс-ки приходят. Ей не важно, чего я добиваюсь. Она не видит вообще того, что я добилась. Ей важно, вот когда у меня что-то не получается. Она обращает внимание, когда у меня что-то не получается, когда я где-то не так себя веду или еще что-то. Вот. И вот тогда, да, пишет смс-ки. И это не совсем хорошее. Я бы не хотела, чтобы кто-то видел и читал, и ощущал на себе подобное. Но вы можете их не читать. Вы понимаете, если вы сможете донести до мамы то, что вы не готовы или вы не будете с ней общаться, а когда она будет кричать или присылать подобные смс-ки, если вы сможете ей донести это, и она поймет, что она нуждается в том, чтобы все-таки что-то вам сказать за своего ребенка, то есть чтобы позаботились о нем, то она изменит свое поведение по отношению к вам. Для этого нужно очень четко поставить рамки и границы. Например, если она, допустим, вы снимаете трубку, вы знаете, что сейчас решается вопрос, допустим, там, поступления, да, вот его поступление. И вы сами не принимаете решение, но мама может сказать, там, вот я не хочу, чтобы он там жил там-то, или там сними ему квартиру там-то, там, допустим, я буду оплачивать. Например, да, какой-то жизненно важный вопрос. Вы понимаете, что вот сейчас по срокам вы должны об этом с ней поговорить, потому что там через 2 недели он собирается поступать куда-то. Вы звоните ей по телефону, или она звонит вам, вы снимаете трубку, она сразу начинает с крика. Ну, зачастую, да. Вы можете положить трубку и написать: я буду разговаривать с тобой только тогда, когда ты будешь говорить спокойно. Можете это сделать? Я говорила это. В ответ я: да что ты о себе возомнила? И все. Без всякого ответа. Вы можете это написать или сказать спокойно, положить трубку и пока заблокировать все смс-ки. Ну, в принципе, сейчас мы и находимся в такой ситуации. Она сейчас у меня заблокирована везде. Как долго вы сможете вот так не общаться? Ну, пока не станет какая-то острая необходимость того, чтобы мы из-за брата с ней общались. А вы можете не сами общаться, а попросить, например, его, чтобы он ей задал вопросы и поговорил с ней? Наверное. Вот на какое-то время, если вы на какое-то время выдержите вот этот карантинный режим, что она поймет, что девочка выросла, что девочка больше не будет терпеть оскорблений, унижений, криков и боли. Просто девочка выросла, все. Она должна это понять путем правильного общения с вами. То есть, если вы на какое-то время ограничите ее и будете через брата с ней общаться, то вполне может быть, что брат не настолько травматичен, как вы. Это вполне может быть. То есть он, другой человек, вы понимаете, мы же все очень разные. Он другой человек, он совершенно спокойно с ней общается. И она может все что угодно ему сказать, скажи своей сестре, что она такая, такая и такая, но ему вы точно можете сказать: пожалуйста, не пересылай мне ее смс-ок, и я не хочу ничего слышать, что она говорит обо мне. Скажи, пожалуйста, что мама сказала вот по вот этому вопросу. Она сказала вот так, так и так. Все, вы помогаете ему сделать то, что... Вы можете
можете вот таким образом выставить рамки карантина жесткого. Я это и сделаю, да. Я посоветовала Вике, чтобы она сейчас на какое-то время прекратила общение с мамой, потому что мама еще находится вот в состоянии, когда она хочет подавлять ее. Девочка уже выросла, она уже стала, собственно говоря, взрослым человеком, и она сейчас начала работать над этим. Поэтому сейчас очень нежелательно было бы какое-то общение с мамой. На то время, пока девочка почувствует себя совершенно комфортно, и вот она почувствует, что она уже сильна справиться с таким состоянием. Что сейчас я вижу, что вам нужно, что вам необходимо? Ну, первое, мы с вами поговорили о методе работы с панической атакой, то есть как только возникает чувство тревоги, что нужно сначала сделать? Нужно вернуться. Нужно выпить стакан воды. Нужно выпить срочно, стакан воды. Вика, да. это срочно, сразу кровь разжижается. Это скорая помощь. Выпить стакан воды. Дальше. И потом возвращаться, задавать себе вопросы, почему, и отвечать. Что сейчас, что ты сейчас увидел, что тебя стартануло. А почему я этого испугался? Потому. А стоит ли мне этого бояться? А касается ли это меня? Ну и так далее, и так далее. То есть вы будете постепенно уничтожать, то есть зачеркивать. Вот с этим я вопрос решила. Больше вас никогда не будет цеплять ванная, больше вас никогда не будет цеплять маршрутка, потому что вы зафиксировали этот факт. Сначала выпить стакан воды, потом решить все эти вопросы. Второй шаг, который вам важно принять, для того, чтобы этот процесс не был длительным и постоянным, вам нужно сейчас на какое-то время прекратить общение с человеком, который доставляет вам вот эту боль. Эту боль эмоциональную. Прекратить всякое общение. Кто бы это ни был. Мама, близкий человек, чужой человек, работодатель. Вам нужно на какое-то время прекратить общение. Во-первых, вы сможете немножко эмоционально успокоиться и подняться. Во-вторых, тот человек поймет, что нужно каким-то образом с вами общаться по-другому. Если вы лично от нее никак не зависимы, значит, тогда она должна искать общение с вами, потому что вы ей нужны, чтобы что-то сделать для ее сына. Правильно? Вот. О своем брате, подумайте сами, о своем брате вы всегда можете позаботиться, даже если она ничего вам не скажет. Согласны со мной? Да, конечно. Да. И вы сможете отключить вот этот режим карантина только тогда, когда вы почувствуете, что больше вас это не тревожит. А вы почувствуете тогда, когда перестанут постоянно накатываться слезы на глаза. Вот это сейчас очень важно. Вика, вы это почувствуете, вы почувствуете, что это больше вас не бередит. И на этом разговор закончен. Человек, который испытал на себе насилие, он очень так быстро привыкает к этой роли жертвы, и он себя жалеет, и он в этом живет, и он все время рассказывает об этом. И таким образом получается, что он как бы носится с этой проблемой. У Вики огромное желание избавиться от этого, стать гармоничной, целостной личностью и вырваться из плена страха. И я это очень четко почувствовала. Она хочет этого. Она готова забыть, она готова как-то выйти из этой ситуации мирным путем. Она не собирается мстить маме. То есть вот у нее правильный подход к этому делу. Она хочет избавиться, и она хочет стать другим человеком. Теперь по поводу того, чтобы все-таки как-то сдерживаться и не плакать. Я хочу сейчас еще в этом плане вам подсказать и помочь. Значит, в этот момент вам нужно задать вопрос: почему я плачу? Вот почему вы сейчас плачете? Вам страшно или вам обидно за себя? Или вы хотели бы иметь нормальную маму? Вот конкретно какая сейчас основная задача? Что является основной болью сейчас? Я помогу вам эти вопросы решить. Вы настолько прекрасны в свои 20 лет, что даже красивые слезки идут. Поверьте, это действительно так. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас есть слезы. Я хочу вам прямо сейчас помочь. Почему вы плачете? Потому что вам жалко себя, потому что вы боитесь мамы, или потому что, например, вам хотелось бы просто иметь нормальную маму. Вот что больше всего приходит на ум, или какая-то другая своя версия? Просто как-то обидно за всю эту ситуацию. Что обидно, да? Да, обида. Есть люди, которые за мою мать,
которые ее поддерживают, есть люди, которые меня поддерживают. Но я не хочу, чтобы вот наше окружение разделялось на два табора, знаете. Я просто хочу, чтобы люди знали правду. Может, поэтому я сейчас говорю об этом, может, поэтому я сейчас и здесь. Потому что мы столько лет, всю жизнь мы скрывали это, мы делали вид, что мы прекрасная семья. Просто сейчас я хочу говорить об этом, потому что это убивает меня всю мою жизнь. И я не хочу больше. Значит, для того, чтобы научиться не плакать, вам нужно вот в этот момент, когда накатывается комок к горлу и появляются вот слезы на глазах, вам нужно быстро задать себе вопрос. Почему сейчас я плачу? Мне обидно за себя, но я сейчас в другой ситуации. Я сейчас живу в другой ситуации. Я самостоятельна, и я могу абсолютно принимать, самостоятельные решения, я не связана никак с мамой. То есть я автономна. Вы понимаете? То есть вы можете задать такие вот, нам поднесли салфеточки, возьмите, пожалуйста. Я думаю, у нас такая хорошая, теплая беседа. В тот момент, когда вы только почувствовали, вот так как с приступами панической атаки, если вы используете мои рекомендации, они реально работают. Как только вы почувствовали еще только ком к горлу, и вы чувствуете, что слезы подходят к глазам, первое, что вам нужно задать вопрос, почему я сейчас хочу плакать? Сами себе. И сразу же отвечаете, потому что мне себя жалко. А почему мне себя жалко? Потому что что? Я перетерпела много боли? Или я хочу иметь что конкретно? Почему мне себя сейчас жалко? Вика, отвечайте. Как вы думаете, что на сердце? Почему мне сейчас себя жалко? Я плачу, потому что мне себя жалко. Почему? Потому что я не заслуживаю такого. Никто такого не хорошо. Заслуживает. Потому что я другой человек. Дальше задаем вопрос. Какой? Не такой, как моя мать. Хорошо, какой? Я более терпеливый. Называйте. Вот так, как есть, говорите. Я хочу, чтобы вы научились этому. Я более терпеливая, более спокойная. Говорите. Я более спокойная, более разумная, более адекватная, более добрая. Вы понимаете? То есть вы сейчас уже видите это. Видите, у вас даже улыбка на глазах появилась. То есть, начиная работать над вот этой болью, вы говорите, почему мне себя жалко? Потому что я не такой человек, как моя мать. Я более добрая, более адекватная, более разумная. Так? Дальше, что вы можете сказать? Каким образом мне можно остановить этот процесс? У вас будет своя семья, у вас будут свои дети. Вы будете как поступать? Как вы будете поступать? Я буду разговаривать со своими детьми. Я буду подсказывать им. Я буду другом для своих детей. Это то, чего у меня никогда не было. И я хочу просто дать, знаете, не материальную сторону, а вот именно эмоциональную сторону, правильную эмоциональную сторону своей семьи. Вот сейчас вытрите глазки, у вас правильное решение. Очень правильное решение. Сейчас будет вопрос очень тяжелый. Вы не боитесь в будущем стать такой, как ваша мать? Вы когда-нибудь думали об этом? Вдохните, выдохните. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, мы не будем. Давайте. Иначе зачем я здесь? Давайте. Я очень часто задумывалась над тем, что если я ничего не поменяю, то я рискую стать такой же, как моя мать. И поэтому я сейчас говорю об этом, поэтому я справляюсь со своими проблемами, в первую очередь эмоциональными, потому что она наделала очень много ошибок, и сейчас я в своем возрасте, я эти ошибки вижу, и я знаю, что я сделаю все возможное, чтобы мои дети не сидели вот так и не рассказывали вот такие вот истории. Я сделаю все возможное, чтобы мои дети
любили меня и гордились тем, что вот у них такая мать. И я уверена, что у меня есть все шансы стать очень хорошей мамой. Потому что моя мама показала мне, какой матерью не нужно быть. Вот. Ответила на вопрос? Может ли человек простить насилие, которое происходило в его детстве? Это зависит от человека. Вот сегодняшняя наша участница Вика, она достаточно сильный человек. И я так думаю, что когда она придет к такому пониманию проблемы, избавиться от своих страхов и приступов, и поймет, почему именно мама так поступала, я предполагаю, там все-таки имеет место приступы, вспышки ярости, приступы гнева, то вот такие, как Вика, они сильны, чтобы простить своему обидчику. Это нужно быть очень сильной личностью. У нее большие перспективы не стать такой личностью, то есть она сильная, она мыслящая, она думающая, она желающая, хотя она очень много претерпела, но она хочет измениться. Да, сейчас ей больно, но вот такая, как Вика, имеет полное право быть счастливой в своей семье, и я думаю, что у нее это достаточно успешно получится. Для того, чтобы перестать плакать, вам нужно научиться говорить с самой собой в тот момент, когда наворачиваются слезы. Почему я сейчас плачу? Потому что вот этот человек сейчас точно сказал такую же фразу, как моя мама, и мне стало страшно. Но это же меня сейчас никак не касается. Это он вообще сказал другому человеку. Все, слезы ушли. Дальше, в следующей ситуации. Почему я сейчас плачу? Потому что мама со мной поступила опять плохо по телефону, например, там, или смс-кой, а я этого не заслуживаю. Что я сейчас могу сделать? Там я себе выяснила, это меня не касается. Здесь что я могу сделать? Я могу заблокировать. Следующая ситуация. Почему я сейчас плачу? Например, сейчас. Потому что вся эта беседа напомнила мне те переживания, которые я переживала. Но сейчас я уже знаю, как мне вести себя дальше. Все, решение есть. То есть по любому вопросу, как только появляется первый ком в горле, сразу же что мы делаем? Задаем вопрос и раскладываем. Почему? Причина моих сейчас слез. Этот мне напомнил. Причина моих слез. Я вот это увидела. Причина моих слез. Я получила смс-ку. То есть каждый раз мы должны увидеть причину слез и посмотреть, насколько это меня сейчас касается и мне угрожает. Никак не угрожает. Я буду другой мамой. Все. И моментально переводить на другое. И вот как только вот вы освоите вот этот метод работы со слезами и работы с травмой, и вы сможете постепенно успокоиться эмоционально, и вы почувствуете, что вы практически уже не плачете. Вот только тогда вы сможете подумать о том, как начать опять возобновлять отношения с мамой. Но очень осторожно. Вы понимаете, Вика? Да. Последние годы, вот когда я полностью от нее не завишу, когда я перестала ее бояться, я говорила, зачем, за что, почему. Я ответов на эти вопросы не получала. Поэтому я очень хочу, чтобы эту программу увидела моя мать. А как вы думаете, какая будет реакция, когда она узнает о том, что вы вынесли вот это на общее обозрение? Знаете, вот я ее не боюсь. Если раньше я молчала, потому что я боялась ее, то сейчас я готова рассказать вот даже такие ужасные вещи, потому что я хочу, чтобы она осознала, что вот что-то, вот она как-то не так со мной поступала. Я очень благодарна нашей сегодняшней участнице, потому что она вскрыла такую проблему. Ну, во-первых, это насилие в семье, насилие по отношению к детям, то есть со стороны родителей. И она сделала такой смелый шаг прийти, заявить об этом, рассказать о своей судьбе, открыться. И сама того не понимая, она окажет помощь очень многим людям, которые вот на самом деле переживают вот такую ситуацию в своей семье или переживали и сейчас уже во взрослом состоянии не могут преодолеть вот эту проблему. Вам было полезно сейчас то, что я вам рассказала? Очень полезно. Я вас очень прошу, если вы попробуете практически то, что я вам подсказала, вы увидите
реальную помощь буквально в каждом конкретном случае. То есть вы должны понимать, что наше мышление, оно восполняет все то, что мы не имеем, то есть силы эмоциональные, оно формирует стрессоустойчивость, и самое главное, оно разрывает вот эту порочную цепь формирования приступа. Просто только формируется приступ. Мы раз и начали думать, все, приступ ушел. Приступ слез, приступ удушья. Это все постепенно уходит. И не забудьте о стакане воды. Не-не-не, меня здесь полно. Да. Большая умница. Я сижу там, наслаждаюсь. Ты такой сильный человек. Ты такая умничка. Ты такая красивая. Можно вас обнять? Конечно, моя девочка хорошая. Спасибо.